Всем привет! Сегодня у нас расклад. То, что вы считаете совпадением, что это такое на самом деле и что оно несет. И в долгий ящик откладывать не будем. Кстати, колода, кто еще не видел, это колода Таро Нейроведьма и Деда 1, номер 2. Это бывшая Таро Деда. Можете ее, как говорится, распечатать. Все ссылки на готовые макеты на Бусти, ну или в магическом чате, кому как удобно. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Еще раз повторюсь, а то вопросы и задаете, и задаете, и задаете, и задаете. Колоду продавать можно. То есть это мой подарок вам. Как первая, так и вторая, потому что я свои колоды не продаю. И вы можете вот взять макет, он в хорошем качестве, он для печати готов. И можете, например, там на Озоне, на Wildberries, на Авито, на eBay и так далее продавать. То есть я со своими авторскими правами разрешаю продавать колоду и зарабатывать деньги, если хотите. Так. Самое главное, чтобы материалы были хорошие. Вот именно вот эта колода, которую я в единственном экземпляре распечатал, она бумага 350, картон, ламинирование матовое 125 МКР. Не знаю, как это переводится, может там микрорентген, микрорентген, ну не микрорентген, а чего-то там. То есть ламинация матовая, МКР 125. Итак, то есть продавайте, пожалуйста, можно, разрешаю, как хотите. Самое главное, чтобы, как сказать, картон был хороший. Итак, давайте, я думаю, начнем наш расклад. Единички. Первые две карты сигнификация, остальные карты читаем парно. Ну и первые тоже парно читаем. Что сейчас в жизни у тебя происходит? Что тебе кажется совпадением? Знаешь, тут карты показывают, что у тебя деньги есть, да, но ты их прячешь. Прям буквально. То есть у тебя вот несколько счетов в банке, да, но ты пользуешься только одним. Есть вклады, да, которые ты не трогаешь уже очень долго, и ты постоянно жалуешься, что денег не хватает. И это не жадность, нет, ни в коем случае, это страх. Ты боишься, что если потратишь эти деньги, то обратно их заработать не сможешь. И вот тут вот твое совпадение начинается. Каждый раз, когда вот ты думаешь потратить вот эти деньги отложенные, там, на что-то хорошее для себя, да, то случается сразу какая-то ерунда. То есть стиралка ломается, то там машину в ремонт нужно, то зубы лечить. И ты думаешь, такая, вот хорошо, что не потратила там на то платьишко. Как будто вот вселенная, она специально тебя проверяет, готова ли ты с деньгами расстаться. И ты пытаешься найти вот эту золотую середину. Вроде и потратить хочется, и сэкономить надо, да? И постоянно себя мучаешь вот этим выбором. Покупаешь что-то, а потом жалеешь. Не покупаешь, тоже жалеешь. И каждый раз, когда ты собираешься покупку сделать, то происходит вот что-то такое, что заставляет тебя передумать. А еще у тебя привычка странная есть. Ты постоянно считаешь одни и те же деньги. Проверяешь там баланс на карте по несколько раз в день. Пересчитываешь там наличные, если они у тебя есть. Как будто боишься, что они там исчезнут сами собой. И тебе уже кажется, что это совпадение. То есть так часто думать о деньгах и так часто сталкиваться там с непредвиденными какими-то тратами. Но это не совпадение.
Так вот, почему это совпадение на самом деле не случайность? Ну, знаешь, все потому, что ты много слушаешь свою маму. Именно ее, да. Она вот всю жизнь тебе твердила: деньги копить нужно, черный день придет, отложи на черный день, не трать на ерунду. И вот эти установки, они засели в тебе очень глубоко, что ты их даже не замечаешь. Ты живешь по ее правилам, даже когда она, ну, ее рядом нет. Ты кучу времени посвящаешь на изучению того, как правильно там деньги копить. Э, Возможно, даже там книжки про инвестиции какие-то читаешь, видео про финансовую грамотность смотришь даже. Вот, прям вот, как сказать, прям вот с головой уходишь вот эти в финансовую, как сказать, финансовое обучение. И чем больше ты вот изучаешь эту тему, да, тем вот больше боишься что-то делать. Потому что везде пишут про риски, про то, как деньги теряют. И знаешь, что происходит? Твой мозг, он создает вот эти аварийные ситуации, чтобы, ну, подтвердить правоту вот слов вот этих. Подсознательно ты подвоха всегда ждешь. И он приходит, потому что ты сама его притягиваешь своими там мыслями, страхами и так далее. Ты так боишься остаться без денег, что создаешь ситуации, где они тебе срочно нужны. Понимаешь? Подсознательно. И еще одна штука, ты работаешь над собой, но делаешь это по какой-то чужой методичке. Следуешь советам всяких там финансовых гуру, которые говорят якобы правильные вещи, да? Но эти советы, они не учитывают твою конкретную ситуацию, не учитывают твой характер, твои там потребности настоящие. Ты пытаешься втиснуть в свою жизнь в какие-то там чужие рамки. И, конечно же, ничего не будет работать как надо. Поэтому и кажется, что вот судьба против тебя. Понимаешь? Какое послание или урок несет эти совпадения? Ну, знаешь, урок тут простой. Пора перестать жить чужой жизнью и найти собственный путь к деньгам. Ты все время вот ищешь какие-то внешние подтверждения того, что ты правильно поступаешь. Там у подруг спрашиваешь, возможно, форумы какие-то читаешь, там консультируешься со всякими там консультантами. А нужно всего лишь научиться слышать себя. Ты знаешь, ты очень много времени проводишь в одиночестве, думая про свои деньги. И это правильно, но, знаешь, ты думаешь не о том. Ты вопросами мучаешься, вот, а вдруг потеряю, да? А что, если не хватит? То есть негативные мысли только. А нужно ж думать там, а чего я на самом деле хочу. Понимаешь? Не то, что мама твоя считает правильным, не то, что советуют вот эти эксперты, а чего хочешь именно ты. Понимаешь? У тебя есть мечты, которые ты там поглубже заталкиваешь, потому что они все там нерациональны, да? Хочется съездить в отпуск, но это ж трата. Хочется там платьишко красивое купить, но это же не инвестиция какая-нибудь. Хочется там подруге помочь там с ремонтом и так далее. Ну, зачем тратить свои деньги, да, на чужие какие-то проблемы? И вот так ты постепенно отрезаешь себя от радости жизни. Понимаешь? И последнее, это, знаешь, деньги — это ж не цель, это инструмент к достижению цели. Они должны служить твоему счастью, а не наоборот. Ты накопила достаточно, чтобы вот чувствовать себя в безопасности. Теперь пора научиться тратить с удовольствием. Я не говорю, что там нужно там сразу все деньги там на какую-нибудь ненужную вещь. Нет. Просто перестань извиняться перед мамиными установками. Каждый раз, вот когда там покупаешь чего-нибудь для души, понимаешь? Как действовать, учитывая вот это совпадение? Ну, знаешь, тут, знаешь, вот ответь себе честно на один вопрос. Сколько денег тебе нужно для чувства безопасности? Не абстрактное вот это вот у всех девочек, да, много, а конкретную сумму.
И вот запиши эту цифру. И раздели свои сбережения на две части: неприкосновенный запас и деньги для жизни. С неприкосновенным вот этим запасом не играйся. Пусть лежит, дает тебе спокойствие, не трожь. А вот вторую часть смело трать. Ну, только на важные вещи, да, которые тебе реально нужны. И еще одна важная вещь — это начни учиться тратить деньги на себя. Именно учиться, потому что ты не умеешь. Это тоже навык, который нужно развивать. Начни с малого. Вот купи себе какой-нибудь хороший кофе вместо растворимого. Закажи еды доставку, когда устала готовить. В салон красоты сходи. Там не потому, что день рождения, корпоратив или там Новый год, а вот просто так. И вот каждую такую покупку воспринимай как инвестицию в свое настроение, в свое качество жизни, понимаешь? Ты работаешь, деньги зарабатываешь, ты имеешь право ими пользоваться. И не чувствуй себя виноватой за это. Виноватой должна чувствовать себя та часть тебя, которая запрещает тебе радоваться жизни из-за маминых страхов. Понимаешь? И еще, знаешь, найди такой источник дохода, который будет приносить тебе вот не только деньги, но и удовольствие. Что-то новое, чего ты раньше не делала. Там тему какую-нибудь изучи, да? Знания получи и начни пробовать. Например, там свечи выливать. Ну, свечи делать. Не помню, как правильно называется. Или пусть это будет любое, твой вот личный какой-то проект, где ты сама принимаешь все решения без оглядки на вот эти чужие советы и мнения. И тогда все будет хорошо. Понимаешь? Обязательно подписывайся на канал. Колода классная. Забирай, продавай. Макет готов на Бусти. Ссылки в описании. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Вопросы 4. И сразу повторюсь, эту колоду вы можете продавать. То есть коммерческой деятельностью с этой колодой можете заниматься любой. Я разрешаю. Название «Нейроведьма и дед 1». Колода Таро «Нейроведьма деда». «Нейроведьма и деда» первая. И вторая. Есть макеты на Бусти. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Итак, что сейчас в твоей жизни происходит? Сигнификация. И что кажется тебе совпадением? Ну, знаешь, у тебя в кошельке как будто пусто. То ты на картошке и макаронах сидишь, а через неделю такой бац, кто-то долг отдает, премия какая-нибудь неожиданная, или там на работе что-нибудь дадут. И так у тебя по кругу уже который месяц. И ты думаешь, что у тебя судьба такая, то бедная, то богатая, то бедная, то богатая. То есть, знаешь, я бы это назвал финансовые качели. Вот есть эмоциональные, а у тебя финансовые. И они у тебя идут вот строго по расписанию. Каждый там месяц ты попадаешь в какую-то денежную яму, а потом раз — и снова, как говорится, на коне. И ты уже привыкла к этому ритму. И даже планировала там, как сказать... Планировал, вот как сказать-то, то, что вот будет туго, то есть ты уже знаешь, и планировала, чтобы этого туго не было, но все равно что-то да прилетает. И тебе кажется, что ты вот попала в какую-то карусель денежную. Вчера копейки считала, да, там на проезд. Сегодня ты себе можешь и суши заказать, и на такси поехать на работу. И ты это все списываешь на удачу. Там на звезды, полнолуние, на вот этот близнец вовне, на что угодно.
И думаешь, такая вот я везучая-невезучая. И еще тебя бесит, что ты не можешь предсказать вот эти периоды. Вроде все нормально идет, идет, и вдруг опа, денег нет. А через пару дней там женщина какая-нибудь говорит, что там, как сказать, на долг или там премию. И вот у тебя, как сказать, такое ощущение, что как будто кто-то играет с тобой в эти прятки с твоими деньгами. И ты уже просто не знаешь, то ли радоваться, то ли переживать, потому что ты понимаешь, что если сегодня много, завтра будет попа. Вот примерно так у тебя. Почему это совпадение на самом деле не случайность? Ну, по картам, знаешь, все дело в том, что ты паникерша. Причем очень, вот, как сказать, паникерша твое второе имя. Как только у тебя в голове начинается финансовая вот эта тревога, ты превращаешься в ходячий кошмар. Ночами лежишь, считаешь, сколько денег до зарплаты, прокручиваешь в уме там самые страшные сценарии. И знаешь что? Вот в этом состоянии ты как раз притягиваешь именно то, чего ты боишься. Когда ты паникуешь, ты начинаешь глупости делать. Там деньги занимать, вместо того, чтобы подождать пару дней, ерунду какую-то на последние копейки покупаешь, потому что думаешь, все равно же кончится, да? А чего терять? Отказываешься от каких-нибудь предложений выгодных, да, потому что боишься рисковать даже малым. Но как только кризис проходит, у тебя включается вообще другой режим. Ты расслабляешься там, перестаешь контролировать каждую копейку. И вот тут-то Вселенная и подбрасывает тебе подарочки. Потому что ты открыта для новых возможностей, не зацикливаешься на вот этих своих страхах. И вот фишка в том, что твои денежные циклы, они привязаны к твоим вот этим эмоциональным качелям. У тебя паника — деньги исчезают. Если спокойствие, то деньги появляются. И вот это происходит не магическим образом, а вполне логично. Когда ты спокойно, ты замечаешь возможности, которые всегда рядом есть. А когда паникуешь, то, как говорится, мимо проходишь, сосредоточившись только на проблемах в твоей голове, которые ты крутишь. Вот и получается у тебя финансовая карусель, которая крутится из-за твоего внутреннего состояния, понимаешь? Ай, какое послание или урок несет это все? Ну, знаешь, урок простой. Хватит убегать от предложений новых. Ты знаешь, странненькое немного. С одной стороны, ты мечтаешь вот о стабильных деньгах, да? А с другой ты всех отшиваешь, кто предлагает тебе заработать. То тебе предлагают там эту подработку, да? Ты отказываешься, времени якобы нет. То на курсы какие-то тебя зовут, например, я тебя в проживание арканов зову, или в марафоны денежные, да? А ты говоришь, потом, с 1 числа, с Нового года, с дня рождения, и у тебя вот такая вот карусель. То знакомый тебе просит там помочь вложиться там за деньги, да, то есть он тебе деньги, как его, не вложиться, как называется, вот, помочь что-нибудь, там, бумажки напечатать, что-нибудь и так далее, за деньги. А ты придумываешь, что отговорки у тебя всегда. И знаешь, почему ты так делаешь? Потому что ты боишься выйти из своей зоны комфорта. Тебе ж проще жаловаться на нехватку денег, чем там реально что-то менять. Проще ждать, да, когда судьба сама тебе денег подбросит, чем активно их самой зарабатывать. А еще ты знаешь, еще ты постоянно уходишь от того, что вот могло бы стать твоим этим доходом источника. Вот ты, например, можешь делать торты, свечи, выливать там духи, кстати, можно делать, да? Вот ты что-то одно такое умеешь, и все тебя хвалили, просили вот, как сказать, на заказ это сделать. А ты что? У тебя в голове? Это ж несерьезно, это только хобби. Вот или я тебе вот говорю, вот, колода, на, возьми, мне ничего не надо, просто продавай. Что ты скажешь? Ой, надо там в типографию звонить, распечатывать, отправлять. И вот это все у тебя, как сказать, из зоны комфорта не можешь вылезти. Потому что это ж надо что-то делать. Вот ты ждешь, когда у тебя курьер постучится в дверь, скажет,
вот у меня там 5 миллиардов долларов, мне их девать некуда, нате, возьмите, пожалуйста. Вот это твоя мечта. Вот это прям твое оно то. А послание тут четкое. Перестань быть такой разборчивой в источниках дохода. Деньги приходят не только с основной работы же. Они могут прийти откуда угодно, если ты, конечно, от них бегать не будешь, как ты это делаешь. И вот твоя задача — это научиться говорить «да» новым предложениям, даже если они тебе кажутся какими-то там несерьезными, временными и так далее. Каждая подработка — это не только деньги, но это еще и же навыки новые, связи, опыт. И главное, это вот этот способ разорвать твои вот эти качели финансовые, денежные и создать более стабильный денежный поток. Как действовать, учитывая это все? Управление в свои руки бери. Вот просто реально хватит ждать, когда жизнь сама решит, что у тебя там денег не хватает. Как только почувствуешь, что начинается очередной вот этот денежный спад, не впадай ты в панику. Садись и активно ищи способы заработать вот прямо сейчас. Вот я тебе даю 2 колоды. Они редкие. На них работала, на первой Аня не работала, на второй Аня работала. Еще я зеркало безумия вам дам. Пожалуйста. А ты что? Это не мое, это не мое. А ты миллион можешь заработать, кстати, на колодах. И действовать нужно быстро. У тебя, знаешь, у тебя есть отвратительная привычка тянуть резину. Это очень прям вот крапивой бы дал тебе. Тебе предложение поступает, а ты такая: подумаю, посоветуюсь, отвечу завтра. А завтра уже поздно. Кто-то другой уже, как говорится, взял это дело и согласился. Поэтому правило простое. Если предложение нормальное и не противоречит твоим принципам моральным, да, то сразу соглашайся. Детали потом разберешь. В процессе, я имею в виду. Заведи себе вот привычку каждую неделю искать одну новую возможность заработать. Не обязательно на все соглашаться, но хотя бы смотреть, что предлагают, рынок изучать, расценки узнавать, знакомиться там с людьми из разных сфер. Чем больше у тебя источников информации о заработке, тем меньше ты будешь зависеть от вот этих денежных качелей. Понимаешь? И знаешь, перестань считать некоторые виды работ недостойными, потому что у тебя это есть. Сейчас деньги заработать можно на чем угодно. Главное, чтобы это было честно и не вредило твоему здоровью, и все. А престижность работы – это роскошь, которую ты пока не можешь себе позволить. Сначала стабилизируй финансы любыми способами, а потом вот будешь выбирать. А пока сейчас твоя задача разорвать вот эти циклы и научиться зарабатывать постоянно, а не рывками, понимаешь? Да мне тебе больше сказать нечего. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и бери колоду. Можешь себе просто распечатать, не обязательно продавать. Как хочешь, это тебе решать. Итак, а мы перейдем к 3-му варианту. Троечки, троечки, троечки. Вам тоже напомню, кто по тайм-кодам прыгает, да? Кстати, троечкам только расскажу. У меня женщина одна, как сказать, улыбалась сегодня. Она под каждым видео. А где тайм-коды? А нету. Смотри, деда полностью. Юля ей ответила: смотри, деда полностью. Так, что сейчас в жизни происходит, да, что кажется тебе совпадением? Кстати, вот эту колоду можешь продавать, макеты, как сказать, профессиональные макеты для печати.
на Бусти. Просто вот ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Хочешь делать бизнес, делай, я не против. Там Таро нейроведьмы и деда 1 и Таро нейроведьмы и деда 2 макеты. И сделаю еще зеркало безумия и, возможно, Тантум Оракул. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас пока занимайся этим, если хочешь денег заработать или самой себе распечатать эту колоду. Без всяких вот этих, как говорится, как сказать, реплик. Потому что реплики, они как делают? Картинку какую-то там берут, да, и там 150 раз сканируют, качество говно и так далее. Вам профессиональный макет я загрузил, который к печати уже готов. Итак, что в жизни происходит и совпадением тебе кажется? А у тебя вот ты очень долго на одном месте работала. Вкалывала, как папа Карло. Там сверхурочной оставалась. Работу на дом брала. Думала там, что накопишь стаж, да, тебя повысят, зарплату поднимут, а в итоге увольнение. Просто вот так вот, без предупреждения, как будто вот то ли компанию закрывают, то ли что-то сокращение, и ты остаешься ни с чем. И вот теперь сидишь ты дома, уже там месяц, наверное, да, резюме во все стороны шлешь, а толку ноль. То зарплата смешная, то требования дурацкие, то вообще не отвечают. И тебе уже кажется, вот, что судьба такая, да, потратила 3 года жизни впустую. И вот такое совпадение вот неудачное, что аж плакать хочется. Но знаешь, что самое странное? Каждый раз, когда вот ты начинаешь реально переживать из-за работы, у тебя телефон звонит. Ты вот то коллега бывшая там предлагает встретиться, да, то там подруга в соцсетях пишет, то там соседка поболтать хочет. И все спрашивают, чем ты занимаешься, да, не нужна ли помощь. Как будто вот они чувствуют, что тебе плохо. А еще прикольная штука, что ты вот заметила, что пока ты работала, никого особо ты не видела. Все время была занята, уставшая, не до общения, не до ваших этих посиделках с подругами. А теперь, когда свободного времени куча, все вдруг о тебе вспомнили. И ты думаешь, совпадение. Работу потеряла и сразу столько внимания получила. Как будто вот жизнь компенсирует одну потерю другой радостью. Только ты, ну, не понимаешь, зачем тебе это сейчас, да, когда денег нет и будущее, как говорится, туманно. Так почему это совпадение, не случайность? Ну, знаешь, дело в том, что ты сама себе этот финал устроила. Вот последние полгода, которые ты работала, они были на автопилоте. Приходила, как робот, да, делала задачу, уходила. Никакой инициативы, никаких новых идей, никакого энтузиазма. Ты просто отбывала вот, как сказать, время. Ждала пятницы и ждала зарплаты. Вот 2 вещи, которые ты делала на работе. Ну, я не говорю, что ты не работала. Я имею в виду осознанно ты вот ждала пятницы и зарплаты. И знаешь, это заметили не только твои начальники, но и прям вот вся компания. Ты стала балластом. Работаешь, но без огонька. Задачи выполняешь, но не развиваешься. И когда время пришло вот этих там сокращений и так далее, то кто в списке в этом первый? Конечно же ты. Не потому, что ты плохо работала, а потому, что без души работала. Понимаешь? Еще фишка в том, что у тебя появилась вот новая энергия. Только ты ее пока не замечаешь. Пока ты в этом офисе сидела, ты была как зомби. А сейчас, когда тебя выкинули оттуда, да, грубо говоря, ты наконец-то начала оживать снова. Стала больше общаться, больше от жизни, о своей думать, новые пути искать. И вот эта новая энергия, она привлекает к тебе людей. Они чувствуют, что ты изменилась, что ты более открытой стала, более настоящей. Раньше от тебя, вот знаешь, запах усталости шел. Запах усталости и рутины. А сейчас запах перемены возможностей. Поэтому все и тянутся к тебе. Они сами не понимают, почему, но вот чувствуют, что ты готова к чему-то новому, понимаешь?
И хотят, конечно же, быть частью вот этого процесса. Какое послание или урок это совпадение несет? Ну, тут понятно, да? Урок очень жесткий. В тумане хватит жить. Ты знаешь, ты вот в последние годы была как котенок слепой. Делала то, что говорили, шла туда, куда указывали, вопросов не задавала, не анализировала вообще никаких ситуаций. Просто, как говорится, плыла по течению и думала, что так правильно. А сейчас тебе как раз вот шанс дают прозреть, увидеть мир таким, какой он есть, понять, что вот безопасности не существует, что любая работа, она может закончиться вот в любой момент по щелчку пальцев, что рассчитывать можно только на себя. И это неплохо, нет, это реальность, понимаешь? Но самое главное, ты наконец-то можешь увидеть, кто ты есть на самом деле. Без вот этих офисных масок, без вот этой там корпоративной роли, без ожиданий чужих. Просто ты. Со своими интересами, талантами, мечтами, которые ты вот раньше заталкивал там поглубже все вот это время, пока работала. И знаешь что? Ты очень даже ничего. Люди тянутся к тебе, с тобой интересно общаться, оказывается, понимаешь? Ты умеешь слушать, давать советы умеешь, ты многое умеешь, просто ты забыла об этом за годы вот этой рабочей рутины. Твоя задача вспомнить, кто ты есть, понимаешь? Не работник такой-то компании, да, а вот конкретная личность со своими сильными сторонами. И когда ты это поймешь, все на свои места встанет. Работа найдется, деньги появятся, но главное, ты перестанешь быть чужой для самой себя. Понимаешь? Как действовать, учитывая это все? Включай свои суперспособности и все. Потому что я тебе объясню. Ты вот не веришь мне, да? А у тебя навыки есть, чтобы создать себе новую жизнь с нуля. Ты умеешь и планировать, и организовывать, и проблемы решать настоящие. Ты, а не тот, этот, как его, зомби рабочий. Просто раньше ты все время тратила на какие-то чужие цели. Направь свои таланты на себя. Вот начни с того, чтобы вот обратись к своему прошлому. Вот вспомни, чем ты увлекалась там в школе раньше, до работы в университете, там, ну, в молодости. Что тебя заводило, что энергию давало? Может, ты там рисовала, стихи писала, танцевала, готовила, шила. Неважно, насколько это было серьезно. Важно, что это было твоим. И теперь вот подумай, как это, то, что ты любишь, да, любила, потому что ты, зомби, сейчас отходишь, просыпаешься. Вот ты подумай, говорю же, как это в деньги превратить. Да, вот именно так вот просто, как твое любимое дело превратить в деньги. Знаешь, а в этом мире, вот в это время, любой навык можно монетизировать. Любое увлечение может стать источником дохода. Главное, не бояться начинать с малого. Не ждать, что сразу ты получишь миллиарды. Начни с того, что ты можешь сделать прямо сейчас. Вот на моем примере. Я люблю создавать колоды. Ну, я их, конечно, не продаю, но я вам даю возможность заработать. А мне нравится то, что вот, как сказать, у меня есть то, чего ни у кого нет, да, вот эта вот колода на данный момент. Также и Таро Деда, этот, как его, Тантум Оракул, также и Зеркало Безумия. Вот я вот создаю, и можно монетизировать. Можно там на Озоне, на Авито, везде там eBay продавать. Вот, возьми. Моя сейчас суперсила — это помогать вам находить себя. Воспользуйся этим шансом. Распечатай колоды, продавай. Денег будет, ну или себе просто распечатай. Понимаешь? И еще используй то, что все к тебе тянутся сейчас. Это не просто так. Люди, они чувствуют, что ты сейчас в точке роста,
что рядом с тобой можно чему-то научиться, там можно что-то понять для себя, понимаешь? Поэтому не отмахивайся от общения. Встречайся, разговаривай, слушай. В каждом разговоре есть подсказка. В каждом разговоре есть идея. И в каждом разговоре есть возможность. Твоя новая жизнь, она же не в резюме спрятана. Она в людях, которые тебя окружают. Поэтому используй это. Причем правильно используй. И всегда помни, что дед всегда рядом.